Всем привет, дорогие друзья! Вы знаете, в каждой стране есть свое какое-то специфическое блюдо, специфический продукт, который может или очень сильно нравиться, или очень не нравиться. И вот сегодня я хотела бы вам рассказать о Мармайте. Это продукт, у которого слоган «You love it or hate it», что означает «Вы или любите его, или ненавидите». Ну что же, не будем ходить вокруг да около. Что такое Мармайт? Мармайт — это паста, которая делается из дрожжевого экстракта. По вкусу, в чистом виде, вот, боже, я открываю банку, и из нее запах вырывается, как джин из лампы. По вкусу, в чистом виде, он напоминает очень концентрированный мясной бульон или соевый соус. Впервые я с ним познакомилась 5 лет назад, совершенно случайно. Я знала, что англичане едят Мармайт, но в Москве не было возможности его купить. Я встретила его в первый раз, когда я была на Шри-Ланке. Мы зашли в супермаркет, я увидела эту желтую, сразу узнаваемую баночку, немедленно купила и сделала самую частую ошибку, которую люди могут сделать в отношении Мармайта. Я пришла домой, сделала тост, открыла банку и намазала его как нутеллу. Размазала прям вот таким широким, щедрым слоем. И мне хватило одного кусочка, чтобы больше никогда не открывать эту банку, и она в итоге у меня так и пропала. Я просто не смогла ее открыть, потому что у нее присохла крышечка. Паста, да, конечно, очень можно, не знаю, щели замазывать в окнах. Сейчас, спустя 5 лет, я оказалась в англоговорящей стране, где Мармайт — это практически часть религии, и решила дать этой пасте второй шанс. Тем более, что я сделала, так сказать, I did my homework, я сделала домашнюю работу, и теперь я на опыте знаю, как наилучшим способом применять Мармайт, чтобы он навсегда красиво вошел в вашу грешную жизнь. А теперь несколько слов о том, как Мармайт вообще появился на свет. Изобрел его не англичанин, изобрел немецкий химик по фамилии Либек, и он выяснил, что дрожжевой экстракт, то есть остатки от производства пива, которое варят в Англии повсеместно, и пиво, и эль, что его можно загустить, законсервировать, и получится отличная паста. Это произошло в начале 20 века. Пасту эту произвели, она появилась на свет, но тогда никто на нее особо не обратил внимания. Но в 1912 году открывают витамин В1. И как вы думаете, где его оказалось больше всего? Его больше всего оказалось в Мармайте. И после этого формулу Мармайта бесконечно совершенствуют, в него добавляют соль, добавляют разные пряности, сухие травы, добавляют овощной экстракт. Благодаря этому у Мармайта появляется вкус, который не спутаешь ни с чем. Это вкус, который напоминает одновременно и очень соленый соевый соус, и мясной бульон, и кому-то даже напоминает карамель. То есть это очень соленый, очень концентрированный, как будто бы мясной вкус. Благодаря тому, что этот продукт оказался очень богат витаминами, его добавляют в сухой паёк каждого солдата. То есть он прошел и Первую мировую войну, и Вторую мировую войну, и потом он оказался во всех семьях, во всех школах и детских садах. А уже с появлением телевидения и рекламы Мармайт вышел абсолютно на новые высоты. Сначала его рекламировали, знаете, это была безобидная реклама, где семья собирается вместе, в воскресенье мама готовит завтрак, дети берут Мармайт, намазывают тосты, и все такие красивые, румяные, кушают. То спустя какое-то время реклама просто превращается в конкретный стёб над продуктом. Так, например, есть одна реклама, в которой сидит маленький ребеночек такой в детском стульчике и говорит такой: «Мама». И мама говорит: он хочет сказать слово «мама», а он говорит: «Мармайт». Мама? Мама. 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 Marmite. Her mate, your mate. И еще была одна реклама, в которой все население Англии прошло тест на любовь или ненависть к Мармайту. И вот один парень получает письмо, такой стоит на кухне с конвертом, со скорбным видом смотрит и подходит к своему отцу и говорит:
Папа, я должен тебе кое в чем признаться. И такая драматическая минута. Отец говорит: боже, сын, что? Что случилось? И он говорит: я люблю Мармайт. И отец бросается к нему, говорит: о боже, сын, пожалуйста, не печалься, я буду любить тебя таким, какой ты есть. Главное, чтобы ты в этой жизни был счастлив. Пару слов о том, почему Мармайт называется Мармайт. Так называется французская посуда, которую сейчас используют для запекания. Но раньше мармайтами, я так понимаю, называли также глиняные горшочки. И в таких маленьких глиняных горшочках мармайт изначально и продавался. Что же, не будем с вами ходить вокруг да около. Давайте же отведаем правильно приготовленный тост с мармайтом. Вскроем баночку. Ох, я могу сказать, что я отношусь к тем, кто любит мармайт. Честно, 5 лет, наверное, неспроста мне были даны для того, чтобы я вышла на качественно новый уровень развития. Нам понадобится белый хлеб. Белый хлеб, из него мы делаем румяные тосты, румяные хрустящие тосты. И теперь самый приятный момент. Посмотрите, какой он красивый, какой красивый мармайт. Боже мой, боже мой. Замечательно. Смотрите, как он тянется. На него смотришь, и действительно он настолько красиво течет, что можно подумать, как будто бы это карамель. Теперь мы взяли немножечко мармайта, буквально прям на кончике ножа, и легкими движениями, прям совсем чуть-чуть намазываем на тост. Чуть-чуть, буквально, чтобы остались еле заметные мазки, прям совсем немножко, потому что, понимаете, мармайт — это такая вещь, которую даже если и не сильно видно, это не означает, что у нее не будет вкуса. Я когда готовила это видео, я посмотрела некоторые ролики на ютубе, и ролики из разряда «русские пробуют мармайт», или не только русские, да кто угодно, и им настолько щедро намазывают мармайт на хлеб, прям вот берут, и прям этот тост становится коричневый, как будто, знаете, как будто он какой-то ваксой намазан, черный, его даже есть страшно. Ну и, конечно, людям он не нравится. Все хотят забыть, забыть этот вкус, и вообще они могут подумать, что вы только что хотели их отравить. Вот, так, после того, как мы намазали немножечко мармайта, берем сливочное масло, и после того, как мы намазали маслицем, кладем немножечко сыра. Сыр у меня такой очень хрупкий. Будет здорово, если это будет чеддер. Когда мы переехали в Англию, мы сразу же открыли для себя чеддер, потому что это самый, ну, это национальный сыр, можно сказать. И он очень насыщенный на вкус, он очень сырный. Особенность мармайта в том, что он усиливает вкус остальных продуктов, по моим ощущениям, раза в 3-4 точно. Он как будто бы делает сыр глубже, такой получается очень глубокий сливочный вкус, и ты сильнее чувствуешь и вкус хлеба, и вкус масла, и вкус сыра. Лепота. Ну а сейчас я попробую сделать чисто английский бутерброд с мармайтом, то есть это не вот эта вот слабенькая сырная замена. Вот как это делают люди, которым вообще ничто не страшно в этой жизни, которые попробовали все, в том числе и английских угрей в желе. Это блюдо, которое мне снится в ночных кошмарах. Мне вкус мармайта очень нравится, но если вы будете пробовать его впервые, ни в коем случае так не делайте. Это очень концентрированный соленый вкус. Очень. Я знаю случаи, когда люди едят мармайт, например, с мороженым. Я тоже попробовала. Это необычно, но очень вкусно, правда. Кстати, еще один интересный момент, я думаю, что это возможно только в Британии. Мармайт проник в том числе и в речь англичан, в образную речь, и у них есть выражение Marmite personality. То есть это означает человек, которого ты или любишь, или ненавидишь. То есть это такой должен быть специфический характер. Они могут сказать
He has a Marmite personality, то есть у него такой неоднозначный характер. Мне, честно говоря, очень интересно, с каким продуктом российским можно было бы сравнить Marmite. То есть это должно быть что-то такое, что люди именно очень-очень любят или терпеть не могут. Если вам приходит что-то такое на ум, напишите, пожалуйста, в комментариях. И как раз мне будет что посоветовать моим новым английским друзьям. Им очень интересно. Ну и кроме шуток... Ну а теперь, когда мы одни, как мужчина мужчине. Marmite действительно очень полезная паста. Это кладезь витамина В. Продукт, который действительно поможет сохранить вам в здоровом состоянии ваши волосы, ногти, кожу. И здесь даже многие говорят, что те, кто с малых лет ест Marmite, они в течение жизни не испытывают никаких проблем с зубами. Что же, друзья, я надеюсь, что вам это видео понравилось. Если у вас будет возможность попробовать Marmite, обязательно покупайте, пробуйте, готовьте разными способами. Есть еще, кстати, масса других рецептов, как используется Marmite, например, при приготовлении мяса или курицы. Некоторые даже делают напиток из Marmite. Если вам интересно, я попробую в следующих видео приготовить что-нибудь такое. Но действительно, очень жаль, что этот продукт не так популярен в России. Я думаю, что у него нашлось бы очень много поклонников. Ну или ненавистников. Я не гарантирую, что это будет ваш лучший гастрономический опыт, но все равно это очень интересно, необычно, и в российской кухне абсолютно точно нет ничего подобного. Я желаю вам отличного настроения, прекрасного дня, будьте здоровы и увидимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока! Не, ну пахнет круто, конечно.